Старушка спасла волка, который тонул в ледяной проруби. Она вытянула дикого хищника буквально из смерти. Волк просто посмотрел на нее и убежал в лес. Но ночью он вернулся, и то, что он оставил у ее двери, заставило женщину замереть на месте. Тамара Анатольевна жила в небольшом северном поселке рядом с тайгой. Несколько лет назад она перенесла инсульт, и с тех пор правая рука плохо слушалась, походка стала тяжелой, а память временами подводила. Ее сын Алексей работал на вахте и появлялся дома лишь изредка. Невестка Марина заботилась о свекрови, но все чаще уставала и тяжело вздыхала. Тамара все чаще чувствовала себя лишней в доме, который когда-то считала своим. Когда-то она была преподавателем биологии и читала лекции студентам о животных и природе. Тогда она легко могла часами рассказывать о повадках зверей и законах природы. Теперь же иногда даже простая пуговица становилась для нее сложной задачей. Чтобы не чувствовать себя совсем беспомощной, Тамара Анатольевна начала каждый день выходить на небольшие прогулки к краю леса. Сначала она отходила от дома всего на несколько шагов, но постепенно стала уходить все дальше. Однажды во время такой прогулки она сбилась с дороги. Снег становился все глубже, а зимний вечер быстро темнел. Блуждая между деревьями, женщина неожиданно вышла к замерзшей реке и вдруг услышала жалобный отчаянный вой. В проруби на льду барахтался молодой серый волк. Лед под ним проломился, и зверь никак не мог выбраться наружу. Лапы скользили по гладкой кромке льда, ледяная вода тянула его вниз, и силы уже почти покинули его. Тамара понимала, если она уйдет, волк просто погибнет. Она осторожно легла на лед и начала медленно подползать ближе. Рядом лежала длинная сухая ветка. Женщина уперла ее одним концом в лед, а другой протянула к зверю. «Давай, держись», – тихо сказала она. Волк ухватился зубами за ветку и, собрав последние силы, начал карабкаться вверх. Тамара удерживала ветку как рычаг, стараясь не дать зверю снова сорваться в воду. Несколько долгих секунд, и волк наконец выбрался на лед. Они на мгновение замерли, глядя друг на друга. В желтых глазах зверя читались усталость и недоумение. Затем волк поднялся и молча ушел в темнеющий лес. Вернувшись домой, Тамара сильно простудилась и несколько дней пролежала с высокой температурой. Она никому не рассказала о случившемся, все равно в это вряд ли бы поверили. Но через несколько ночей под ее окном послышался тихий шорох. Утром на снегу она заметила свежие волчьи следы, а на крыльце лежал мертвый заяц. Женщина сразу поняла – это подарок. Через несколько дней на ступенях появилась еще одна добыча – рыжая лисица. Волк приносил ее, словно делясь пищей со слабым членом стаи. Тамара Анатольевна стала записывать все происходящее в старую тетрадь. Даты, следы, наблюдения. Спустя долгие годы ее ум снова ожил. Она анализировала, сравнивала, строила предположения. Однажды ночью она увидела его. Серый волк стоял неподалеку от дома и молча смотрел на освещенное окно. «Спасибо», – тихо прошептала женщина. «Но тебе лучше держаться подальше от людей». Волк еще немного постоял, словно понимая ее слова, а затем тихо растворился в темном лесу. Тамара долго смотрела в ночь и вдруг поняла простую истину. Иногда, спасая чью-то жизнь, человек неожиданно спасает и свою собственную.